Алоха, граждане! С вами канал Высокая Нет Кухня, братан. Привет! Группа поддержки сегодняшняя: Ипполит, Иннокентий, Петр Павлович и Жорик. Ну, с наступающим вас! Праздник, конечно, такой, не особо у нас его отмечает, но с каждым годом все больше и больше. Поэтому и меню к нему соответствующее должно быть. Как насчет немного зомбятинки? Ну, вот того самого, которого вы видели в начале ролика. Я думаю, это зайдет неплохо, тем более, что зомби, он у нас такой, достаточно съедобный. Хотя, может быть, и все зомби съедобные, я не пробовал, во всяком случае, не знаю. В общем-то, начинаем начинать. Для башки зомби нам понадобится, как ни странно, мясо соседа. Нет, конечно, не соседа, тут у меня фарш из свинины и курятины. Вы можете брать фарш любой, из говядины, там, я не знаю, из свинины, из курятины, какой угодно, какой вам больше нравится. Немного грибов, ну, всяческое там лук, вот зеленый, обычный лук. Короче, начинаем. Не буду долго рассказывать, лучше я вам покажу. Для начала лук нарубим мелкими кусками, все равно его обжаривать будем. И зеленый тоже, между прочим, он такой пикантную нотку придает фаршу. Репчатый лук надо тоже нарезать помельче, ну как-то вот так вот кубиками. Нам нужно будет порезать пару луковиц. Этого должно хватить. Лук нарезан, одна луковица осталась для профильных работ стоматолога и окулиста. Ну, вы увидите, я вам покажу. Настало время грибов. У меня здесь шампиньоны и вешенки. Ну, вы берите какие хотите, а я их буду резать. Ну, тоже как-то мелко, вот так вот, примерно. Грибы тоже готовы. Приступаем к следующему этапу. Наливаем немного масла растительного. Это чтобы не горело сливочного. И добавляем сливочного достаточно много. Как-то вот так. Сюда же отправляем сразу лук. Пусть обжаривается на небольшом огне до полупрозрачности. Потом добавляем к луку грибы, соль и черный перец. Ну вот все, у нас грибы готовы. Сейчас отставим в сторону, пусть они немножко остынут, а сами займемся фаршем. Напоминаю, у меня фарш двухсоставной, свино-курячий. Короче, добавляю туда 2 яйца, полстакана молока, соли, черный перец и немного острого перца. Прям совсем чуть-чуть. А также некоторое количество панировочных сухарей. Но они у меня тут крупные, должны размокнуть. Как раз молоко этим займется. Короче, в итоге грамм 50 сухарей. Я забыл вам сказать, сколько же у меня фарша. На самом деле у меня фарша где-то кило 200. Молоко и яйца, они нужны для того, чтобы при запекании у нас весь этот чудо-человек, он же зомби, оставался сочным. Перемешали, добавляем грибы. Смотрите, по сути дела у нас получается ленивый рулет мясной с грибами. Так что можете пользоваться и без всяких вот этих вот выкрутасов моих. Ну сами сообразите, я думаю, не маленькие. Небольшое количество чеснока сушеного, ну где-то, наверное, чайная ложка. Немного тимьяна, щепотка буквально. И немного базилика. Перемешиваем фарш. Фарш у нас уже готов, надо его сейчас поставить в холодильник минут на 20, чтобы легче было работать по формовке его на противне, чтобы превратить все вот это вот дело в башку зомби. Пока там фарш отвисает в холодильнике, можно заняться работой окулиста, то бишь мы отрезаем, это будут глаза, вот таким вот образом, еще один глаз зыкало, ну и зубы соответственно. Зубы можно нарезать вот из таких вот вещей. Зубы у нас будут крупные. Вот таким вот образом. Сделаем зрачки для глаз. Воткнем пару гвоздичек. Вот так вот. Чтобы было чем глядеть. О, похоже? Зрячий. Смажем руки маслом и начнем формировать егоную морду. Похоже? Егоная морда на егоную морду. Похоже на да. Так, ну морда лица у нас уже есть, и добавим чуваку немного мышечной массы. Все это делать мы будем из бекона. Ну, смотрите, уже симпатично или страшно, кто знает. Итак, пришло время добавить глаза нашему красавцу. Ну, как-то вот так. Второй.
Немного косит товарищ, но все-таки есть надежда, что глаза у него исправятся. Хотя не так симпатично. Давайте уже стоматологические работы проведем. Зубы, конечно, зачетные у чувака. Каков красавчик? Улыбочка зачетная. Ну все, красавчика отправляем в духовку на час, наверное, на 150 градусов. Короче, час у нас прошел, надо корочку задать. Но перед этим сделаем кое-что, чтобы у нас не сгорели глаза. Сейчас корочку зададим, увеличим температуру минут на 10. Все, и мы отправляем обратно в духовку. Температура будет около 300 градусов. Страшно! Не, походу не страшно, походу вкусно. Короче, зомбак готов. Не хватает только парочки штрихов. Кровищи! Добавим немного кровищи в рот, чтоб так вот текло с него. Ну и с боков где-нибудь там накапаем. Из-под глаза, чтоб текло. Слеза кровавая. Ну вот как-то так. Собственно говоря, господа, с наступающим Хэллоуином вас приветствует зомбак, которого можно есть. В принципе, рецепт этот универсальный. Вы можете это делать на любой праздник. Ну, конечно, не в таком исполнении. По сути дела, это обычный мясной рулет с грибами. И все. И обернутый беконом. Вы можете делать это в форме колбасы, в форме батона, в форме... В любой форме. Мне жалко это резать, я буду это резать и съедать за кадром, потому это еще в Инстаграм надо выложить и на превьюшку поставить. Так что извиняйте, бананев у нас нема. А мы с зомбаком с вами прощаемся. А кстати, мы забыли, братан, контрольный занюх зомбака. Если вам понравился этот рецепт, поставьте пальцы вверх, вот так. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал. А если уж подписались на канал, то потеребите, пожалуйста, колокольчики. Теребление колокольчиков делает вашу жизнь интересней. А мы с вами прощаемся. Пока-пока! За кадром мы сделаем ему ампутацию нижней челюсти.